Приветствую всех на канале. В этом видео история канатной дороги в Харькове. Подвесная дорога – одна из интересных достопримечательностей Харькова. Это первый аттракцион, появившийся в Харьковском парке имени Горького. Сегодня это просто центральный парк города. Этот транспорт появился в Харькове раньше метро. Более того, первые 10 лет он эксплуатировался в первую очередь как общественный. Харьковская канатная дорога введена в строй в 1971 году. В конце 1960-х годов Харьков крупно развивался. На севере города появилось сразу несколько производственных и научно-исследовательских предприятий. Представьте себе, до начала 1980-х улица Деревянка заканчивалась на перекрестке с улицей Балакирева, а моста к Сокольникам еще не существовало. Естественно, необходимо было создать быстрый и удобный пассажирский транспорт для доставки сотрудников ФЭДа, ХАЗа и других предприятий от улицы Сумской до Павлова поля. В итоге, с учетом трассировки, решили построить канатную дорогу. Канатную дорогу строил весь город. По многим заводам были распределены заказы на изготовление узлов и деталей для нее. Например, на заводе «Гидропривод» делали узел подвески кабины. Установили 18 опор. Установили 123 кабинки и одну служебную. Протянули 3 километра троса и построили 2 станции – Горпарк и Павлово поле. В районе источника около сопряжения улиц Атакара Яроша, Балакирева и 23 августа. Длина трассы 1387 метров. Соединяет центральный парк Харькова, ранее Горького, с районом Саржиного Яра. Канатной дорогой часто пользовались местные жители, чтобы максимально быстро добраться на работу в центральную часть города. В свое время для тех, кто регулярно ездил на ней, действовал даже месячный проездной билет. На момент создания дороги стоимость проезда составляла всего 15 копеек. Но это в 5 раз больше, чем стоил проезд в трамвае. В доперестроечные времена канатная дорога пользовалась ажиотажным спросом у горожан. В выходные дни у канатки выстраивались гигантские очереди, в которых можно было простоять час и более. Чем обуславливалась такая любовь харьковчан к подвесной дороге? Возможно, низкой стоимостью оплаты или отсутствием широкого разнообразия на то время развлечений. По утверждениям коренных жителей города, этой канатной дорогой, кроме работников заводов, пользовались также и студенты вузов. По той простой причине, что для них было удобнее и быстрее добраться из общежитий, расположенных на Павловом поле, к учебным заведениям с помощью канатки, чем на другом любом виде транспорта. Кроме того, такая поездка на учебу была не только необычной и увлекательной, а и дешевой. Всю трассу можно проехать за 18 минут. Станция Павлово поле была построена по чертежам архитектора Попова, а на станции размещено мозаичное панно Савенкова. Высота линий от 8 до 26 метров от уровня земли. Слышал, что в один всем известный день шуток и розыгрышей 1 апреля 2016 года из-за поломки канатная дорога внезапно остановилась. И на эвакуацию людей, застрявших в кабинке над болотистым местом, где было невозможно поставить лестницу для эвакуации, ушло около 3 часов. Наивысшая точка, на которую поднимаются пассажирские кабинки, находится прямо над центральным парком города на высоте как раз 26 метров. За все годы эксплуатации канатная дорога пережила лишь 2 реконструкции в 2012 и 2014 годах. Канатка пролегает через парк Саржин-Яр и ботанический сад Харьковского национального университета имени Каразина. А начиная с 2008 года пересекает новую пробивку улицы Динамовской.
В 2006 году в ходе рекламной кампании мобильного оператора большинство кабин было выкрашено в желто-черную горизонтальную полоску. На других помещены изображения различных предметов с соответствующей раскраской. Полосатые кабинки проездили до 2009 года. Летом 2012 года была произведена реконструкция и капитальный ремонт канатки. Произошла замена 3 километров троса, подвижных частей, были окрашены и отремонтированы кабинки. После ремонта канатная подвесная дорога заработала 4 августа. А в 2014 году заменили 123 кабинки, аналогичные тем, что используются на канатной дороге в Ялте. Кабины сделали в Днепре, а стекла пассажирских дверей демонтированы в 2015 году. Новые кабины выкрашены в красный, желтый, зеленый и синий цвета, на 20% тяжелее предыдущих и сделанные из стеклопластика. Обновлена была также станция «Парк». Станция в Центральном парке Харькова никакой сложной конструкции с собой не представляет. Рядом находится касса для покупки билетов и турникет для пассажиров, оплативших билет. А специально обученный человек помогает пассажирам при посадке в кабинку. Кстати, все пассажирские кабинки двухместные. Правда, канатка рассчитана на людей относительно изящных. Кабина способна нести груз до 180 килограммов. То есть 2 атлета супертяжа в одной кабине передвигаться не смогут. Однако в качестве исключения в кабину может поместиться и 3 человека, при условии, что их совместный вес не превысит 180 килограммов. Про станцию в Центральном парке я рассказал. А вот станция в микрорайоне Павлово поле выглядит более серьезно. Для посадки и высадки здесь построен небольшой павильон, служащий для пассажиров вестибюлем станции. Раньше у пассажирского павильона станции канатной дороги еще было небольшое летнее кафе под открытым небом. Функционирование объекта повышенной опасности даже при самом высоком уровне безопасности невозможно без приключений. 9 мая 2011 года оторвался провод сигнализации от опоры, вследствие чего он провис, создав угрозу опрокидывания кабин с пассажирами. Этот провод предназначен для экстренной остановки движения канатной дороги в случае аварийной ситуации. Трагедии удалось избежать, людей вовремя эвакуировали. Устранение неполадки заняло около 40 минут. 25 сентября 2013 года на нижней станции тяговый трос слетел с роликов. ЧП случилось около 20 часов по вине нетрезвых хулиганов, которые раскачали кабинки. В это время в 3 кабинках находилось в общей сложности 6 пассажиров. Им почти час пришлось ждать эвакуации. Про 1 апреля 2016 года я уже рассказал чуть ранее в этом видео. Тогда произошла аварийная остановка канатной дороги. Причиной стал выход из строя вала редуктора, отвечающего за движение всей системы. 13 июня 2021 года в районе перекрестка улиц Новгородской и Динамовской 17-летний подросток выпал из кабинки канатки на проезжую часть и угодил под колеса автомобиля. В результате падения с 10-метровой высоты и наезда автомобиля парень получил множество тяжелых травм. Он перенес ряд серьезных операций. В том же 2021 году, 23 июня, внезапная остановка канатной дороги произошла около 4:30 вечера. Причиной стало отключение электропитания из-за аварии на подстанции Харьков-Обленерго. В это время на высоте в кабинках зависли 14 пассажиров. В сентябре 2016 года британская газета The Guardian включила харьковскую канатку в топ-10 лучших в мире подъемников по всему миру.
Скажем прямо, это не рядовое достижение, если учесть, что Харьковская канатка разменяла полвека, а за этот период уровень развития подвесного транспорта значительно вырос. Сегодня Харьковская подвесная канатная дорога не функционирует из-за военных действий в регионе. Стоимость проезда в один конец по состоянию на февраль 2022 года составляла 30 гривен. Тем, кто еще не пользовался подвесной дорогой в Харькове, обязательно необходимо прийти сюда за приятными впечатлениями, когда она снова заработает. Даже в 90-х годах, когда парк был не таким ухоженным, как сегодня, с высоты здесь было на что посмотреть. Сейчас такое путешествие можно вполне назвать романтической прогулкой. Поездки в кабинках на высоте нравятся детям, взрослым и влюбленным парам. С высоты открывается прекрасная панорама. Можно увидеть парковые аттракционы, центр города, Павлово поле, лесопарк и Шатиловку. Правила пользования аттракционом не позволяют раскачивать кабинки, открывать двери во время движения. Это безопасная и красивая поездка над городом, которая запомнится надолго. А я благодарю всех зрителей канала за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки под видео, пишите комментарии. С вами был Алекс Моторный и до новых встреч на канале.